Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами на Липовом хуторе. Мы начинаем нашу новую серию. Вчера было плюс 7, а сегодня ночью уже дал мороз. Минус 8 было. И мои дорожки на хуторе превратились в каток. У меня только нога прошла. Заново не хочется ничего себе повредить. На хуторе меня не было, наверное, уже неделю точно. И как всегда, когда мы долго здесь не появляется, у нас большие изменения. Как для нас, просто огромнейшие. Пришли мы с вами на озеро, и вот вам подсказка. Это опилки. Немалое количество подписчиков сейчас скажут, что сбылась ваша мечта. Как вы желали, как вы хотели. Напишите в комментариях, как вы думаете, что на озере произошло. Но мне как-то чуть-чуть так грустновато даже стало. Да, большинство, я думаю, все, кто написал комментарий, правы. Дерева на нашем озере больше нет. То, которое лежало в воде, красиво летом было. Оно придавало такой шарм какой-то. Нам очень нравилось. И большинству наших зрителей тоже оно очень нравилось. К озеру подходил. И вот такая вот картинка. По какой причине, я не знаю. Может, приезжают, чистят. Какая-нибудь там охрана природы. Либо кто-то еще. Может, кто-то приехал к себе на дрова. Порезал его. Потому что дерево немалое. Плюс удобно его сейчас зимой резать. Мы его специально не хотели резать. Можете даже не писать нам, что зима, надо было. Мы говорили и объясняли, что мы не хотим его резать. Это озеро природное, это озеро не наше. Вот это все, что здесь сделала природа, оно вот так вот должно остаться. Плюс, это для нас так было. Плюс, конечно, польза тоже для озера в этом есть. А именно для рыбы. Это тень,
это место для нереста, и можно перечислять. Очень много плюсов в этом всем есть. Ну да и ладно. Все, что не делается, все делается к лучшему. Значит, озеро будет чистое. Ну, либо вот так вот это бревно оставят. Я не знаю, если кто-то себе на дрова. Сделаем мостик, значит. Работа в доме у нас остановилась на том, что мы начали делать каркас для пола на кухне. Одна половина полностью готова. Почему решил делать так? Потому что когда я делал коридор, я сделал весь пол, застелил его пароизоляцией и потом начал стелить. И было очень тяжело ходить поэтому. А так у меня получается половина комнаты. Сейчас нужно постелить плиту, а половина комнаты я могу спокойно ходить. И мне удобно будет отсюда регулировать, подрезать и все остальное делать. И потом, когда уже здесь плита будет лежать, вот эта половина будет готова, я могу спокойно отмеряться дальше по балкам, как их ложить. И здесь я могу передвигаться, мне ничего мешать не будет. И спрашивали еще насчет доски. Да, доска была обработана, когда я ее сразу привез. Против грибка, короед и все остальное.
остался вот этот кусочек, который возле топки русской печи. На самом деле вот так вот по кусочкам, раз часть, два часть и маленькая третья часть, постепенно гораздо легче, чем я бы сделал изначально весь каркас. Зашил его пароизоляцией и потом тут пытался не порвать, по этим лагам бы лазил, чтобы плиты таскать туда-сюда. И вот получилась одна плита, вот здесь лежит вторая плита, и вот здесь вот такой небольшой кусочек я вырезал. Даже поприятнее стало. Друзья, пол на кухне в лесном доме готов. Черновой. Но получается так, что уже нет ни одного помещения, где бы был пол песчаный. Осталась вот эта комната, где лежанка, где печь, которая полностью очищена, подготовлена. Но я в ней еще не занимался, кроме того, как штукатурил печку. Яна уже спит просто рассадой, теплицей, посадкой и вот этим вот всем. Я предлагаю сходить посмотреть вообще, что там в теплице. Провести такую маленькую дефектацию, что нам нужно сделать, потому что уже сейчас снег начнет таять. Нужно начинать заниматься землей, подготовкой. Плюс ты уже планируешь где-то начинать садить редиску, семена. Да. Когда оно все прирастет. Но сейчас мы будем делать драники. По рецепту
бабушки Нади. Позвонила нам и говорит: так, я смотрю ролик, где вы едите драники. Да. И мне, говорит, так захотелось, и она рассказала свой рецепт, рассказала, как нам что оформить, сделать, поэтому будем делать по ее рецепту драники. Короче, бабушка там свое сказала, как надо делать. Попробуем. Есть нюансы. Есть нюансы. Ну, не то, что нюансы. У каждой хозяйки по-своему драники, поэтому будем сейчас делать по бабушке Наде рецепт. Поэтому бабушка Надя, зацениваем. Я знаю, о чем сейчас уже думают наши подписчики. И пишут: куда же ты, Артем, денешь вот этот кусочек недотертый? Вот он такой вот малюсенький. Конечно же, я его брошу сюда. То я помню, после последних драников там были комментарии: куда, зачем выбрасывать, курям, у вас есть куры, куда курям? Ну, наверное, думают, что я тут третью часть картошки не дочищаю. Ну, да. Вы что? Добавляем целую головку чиполлино. Я всегда с драниками люблю жареные грибы. Но сегодня мы жарим не просто свежие грибы, а это наши зеленки, которые мы с вами собирали. И они просто засолены в соли с водой. Я их вымочила несколько часов, меняла воду. И сейчас мы их пожарим. Это так вкусно, что даже обычный такой свежий гриб не сравнится. Два зубчика чеснока. Добавляем кефир. Перемешиваем. Ну, тут, наверное, больше 100 грамм не надо. Ну да, немного. Немного. Кефира. Мы так еще, кстати, никогда не делали, да. Поэтому... Еще чуть-чуть. Вот так вот. И нужно будет добавить муки. Просто мука, много не надо. Для того, чтобы она собрала вот эту всю воду, которая есть, чтобы не сцеживать картошку. Чуть-чуть. Немножко приперчить, немножко присолить. И они должны получиться такие, что края драничков будут такие хрустящие, золотистые. И они будут такие тоненькие, и сами по себе будут хрустящие. Главное, на сильно раскаленную сковородку. Я прям вспомнил этот вкус. Слюни потекли.
Немножко не получились у меня такие, какие они должны быть, я уже это вижу. Наверное, сильно жирновато я их сделал. Но они должны быть вкусные. Дети сейчас скажут честно. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. А я с салом. Ну и как стало? Знаешь? Ну, как бы не чувствуется прям сало. Твоя бабушка сказала, если и с они салом, типа не жирные, даже если типа честно. сметаны не надо. Просто. Они жирные. Они, я думал, они будут жирнее, но они не жирные. Ника, сметанку бери. Знаешь? Очень вкусно. Вот так вот. Вот так. Трубочку. Очень вкусно. Не чувствуется прям. Наверное, просто потому, что ты так тоненько хорошо нарезал. Вкусно. Но не так, как у бабушки. И не так, как у мамы. Поэтому мы поедем к бабушке, когда съедем. Да, И пускай она она пожарит их жарит. вот как надо. Чтобы они хрустели просто. Она их жарит так, что они хрустят. Папа, у У тебя меня не хрустят. получилось. Хрустят? У тебя хрустят. Бабе Наде еще сильнее будут хрустеть. У нее прям чипсы получится. Папа, у тебя тоже чуть-чуть. Вкусно я хоть пожарил? Очень. Очень? И даже хрустящие. Очень. А можно я просто его попробую со сметанкой? Да. Даже троп не выпустил. Вот этот вот звук. Всех летних роликов. Ой, типичка моя. У нас рукола перезимовала. Вообще рукола двухлетка. Вот мама моя сажает, и 2 года она. Я ее нигде не убирала. Посмотрим, что у нас выживет Она по сути. должна потом вырасти с этого же места. Все, да, она должна пойти. Ну, посмотрим. Ага. Я покупала руколу еще. Нам же надо будет еще помыть теплицу. Я еще этот вопрос не знаю, мне же 1 год. Ну что, помыть может не надо. Может шашка у нас осталась? Или Табачная нету? шашка буду покупать. Ну мы шашку просто Мы перед... тогда с растениями ее с тобой Ну я думаю, что мы обработаем ее перед тем, как уже высаживать сюда. Я почитаю. Ну, мы же редиску будем рано высаживать. Ну что? Я думаю, редиски все равно. А вообще, я знаю, что моют хозяйственным мылом, но она у нас как бы Она у нас не тут нету ни цветет, плесени, ничего ну, нет. как бы. Вот напишите, пожалуйста, мне в комментарии, вот помогите мне, дайте мне хороший дельный совет перед началом сезона, чем помыть теплицу, чтобы все было с ней хорошо. Потому что в прошлом году я во время того, как уже у нас сидела рассада, табачную шашку для теплиц распаливала. Это тоже был эксперимент, а прикинь, если бы у нас все легло. Но все хорошо. И это очень хорошо, когда с растениями. То есть они у нас были защищены. Ставила я баночки йода. На весь сезон еще даже у нас там баночка стоит с йодом. Вот. Но вы, пожалуйста, давайте мне советы, как мне ее помыть правильно, чтобы урожай был хороший. Потому что мы же с вами столько помидор посадим и перцев. Мы же должны отсюда ведрами выносить. Поэтому я жду. Ну, как бы ремонтировать сильно ничего не надо. Я прошелся, посмотрел. Единственное, что вот тут на входе я был зацепил. Но это у нас тут все целое, ничего не гнило. Это надо просто прикрутить. И все. Подремонтируем, потом удобрить, перекопать. И все, и садить, ждать, когда ты уже там рассаду свою выведешь.
Сначала редисочку, Кусты. салатики, Да. капусточку посажу на рассаду. Цветочки уже отсюда хочется посадить. Вообще уже начинается сезон. Если честно. Уже хочется поскорее бы это все тут позеленело, покрасивело. Ну да. Хочется зеленушки уже. Хочется, чтобы птички пели. Ну и снегом мы нарадовались. И морозы, и да. снегов куча. Вообще. Нарадовались мы Все как надо было, Всё как настоящая надо. зима. Может, и лето будет как надо. Может, и лето будет настоящее. Морозы все уже проходили. Мгм. Что же Матроскин травки хочет? Давашка. Сегодня потрудились. Наши курочки. Потеплело. Я думал, мне показалось, что тут какая-то нора, и вон вылежена. Оказалось, нет. Выбежал кот какой-то серый и забежал в зернохранилище. Вот сюда. Не найду я его уже.
Подписчики хотели узнать, где тут лапка, где Матроскин. Ну вот, смотрите на них. Вот это, Матроскин уже спит вот это. почти. Это лапка. Она такая пушистая. пушистая. Да, и у нее такой взгляд такой серьезный, такой злой всегда. Вот это Матроскин. Он такой мальчик. Нежненький такой, Нежный малыш. такой, да. Но лапка нежная становится, когда все спать идут. Да. И до утра. Она всех спать ложит Всех всегда. спать ложит, мурчит. А так вот она характерная такая. И Если пишет, она не- что их не различают. Они что, разные. Все, вот она, если она не хочет, она не дастся, чтобы ее там гладили или что-то еще. Поэтому, этот, Желейный кот, Всё. пластилиновый все писали. так вот положил его, и все. Он лежит. Ну, лапка девочка, она должна быть характерной. Есть такие панели, что, наверное, немножко какая-то кривоватая фаска, или она больше, или она меньше. Следующую, когда вставляешь, она оттопыривается, и приходится чуть-чуть вот так постоять, подержать. Ну, это минута-полторы, пока клей возьмется. А так хорошо, то что можно их клеить двумя способами. Первый способ это вот на клей-пену, можно на клей-гвозди, но гвозди дольше сохнут, чем клей-пена. Можно засверливаться, но если засверливаться, тут нету такой большой фаски, куда можно спрятать этот шурупик или гвоздик. Тут буквально закрывается следующим 2-3 миллиметра. Поэтому лучше на клей, не видно ничего, просто она как будто цельная, не прикрученная, ни дырочки, ни щелины, ничего нет. Вот, поэтому нам так понравилось. Это в любом случае долгосрочный ремонт. К нему легко, если менять обои новые клеить. Вот подрезал и все, и новое. Ну, можно максимум 2 крайне аккуратно как-нибудь снять, попробовать, и потом заново их приклеить. Ну, я думаю, что оно и так все замечательно. Потому что пойдет. материал очень, прям очень хороший, если честно. Вот МДФ панель очень хороший, он очень сильно спрессован, он вообще как доска. И он такой тяжелый. Он тяжелый, да. Я думал, что он будет такой бумажный, такой хилый. Нет, очень хороший материал. Много зрителей написала, чтобы делать этот угол спортивным уголком. Ну вот даже вот смотрите, мы поставили беговую дорожку, уже стенку, как писали, вот эту, Угу. что подтягивается ее уже некуда крепить. Ну да. Вот он маленький угол, как бы он небольшой. Еще были варианты сделать угол для чтения книг, типа поставить кресло или небольшой диванчик и сделать шкаф с книжками. Ну, тоже хорошая Тоже идея. вообще классная идея, но Кресло-качалку туда да, поставить. боже, нам еще на кресло-качалке некогда качаться. Поэтому в дальнейшем, возможно, когда через какое-то там количество лет надо запомнить, мы себе, может, с собой сделаем такой уголок, когда будет грустно, чтобы читать. Сейчас Но пока- вообще мы все-таки когда-то, наверное, будем делать 2-й этаж и поставим Ну сюда да, просто возможно. лестницу и все. все-таки мы, да, сделаем. Но спасибо за комментарии, много классных идей насчет спортивного уголка особенно. Да, было вообще очень Вообще много. супер. Ну и вот теперь что мне разобраться с моими помощниками? Ну вот одного мы сюда, а теперь куда мою швабру? Найдешь тебе комнату новую. Ну я пока не придумала, что делать. Я не знаю. Ну, в общем, с зала убираем дорожку, да? Да. Все, оставляем ее здесь. Тому здорово. Спасибо. Мы даже, кстати, с тобой не думали, даже не промелькала нам мысль сюда переносить беговую дорожку. Мгм. Правда? Да. А тут первый комментарий читаем, мы такие, точно, все, да. Поэтому, ну, вот так будет. Я думаю, что клево.
очередная комната практически готова. Есть два момента нерешенных. Мы пока не знаем, как точно это сделать, чтобы это было красиво и приятно было глазу самим для себя. Это арка и это плинтуса, где мы сделали речные панели. Вот есть такие моменты. Это переход с плинтуса МДФ панели на простой плинтус пластиковый. Вот тут надо что-то придумать. Либо мы этот уберем и сделаем такой же добор, либо как-то сюда уголком. Я еще пока не знаю. И арка. Мы не знаем, что делать. Мы хотели ее покрасить просто в белый, но начали думать. Либо такими же речными панелями сделать, либо есть еще плиты точно такого же цвета. Это дуб винтаж. Есть плиты дуб винтаж. Она просто будет как доска. Там она 2 сантиметра, из двух придется их наращивать и тоже эту арку так выделить. Но она хочет как-то выделиться. Просто белый, как бы, мне кажется, не очень. Ну, я просто думаю, может, на самом деле вот этих уже ребрышек уже будет много. Поэтому в этот же цвет уйти этими МДФ панелями, которые просто вот такого цвета будет. И я думаю, что будет шикарно. И продаются доборы уголки складные, точно такие же, точно такого же цвета. И будет вообще супер. Когда мы вселялись, вот эту арку мы, когда нам делали двери, доборами добрать, вот как у нас двери. И они говорили, что будет некрасиво. Типа добор будет клейка, полоса. А здесь оно выходит 2,70 тоже такой же высоты. И никакой клейки не будет. И ты просто сделаешь, они сложатся как пазл. И будет цельное. Поэтому я думаю, что надо ехать покупать и вот так вот доделывать. Да. И вот эта стена угловая, которая под 45 градусов вообще к помещению, она тоже полностью готова. Склеена, декоративно. Нам очень нравится, как это получилось. Единственная сложность у меня была это с выключателем, но тоже вырезался, и вот он сюда так красиво стал. Даже мы думали в темный цвет, но он белый тоже красиво белый будет смотрится, красиво, правда? да. Поэтому единственные вот эти два вопроса, это нужно нам решить. Вы нам опять подскажете в комментариях, как поступить с плинтусами, либо добрать деревянным, либо вообще все плинтуса, может быть, потом поменять. И что делать с аркой. Ну, а так уже такая свежая, красивая, аккуратная комната получилась. Ну да, еще только надо заняться как на кухне немножко декором. Да. Мне хочется. Мы хотели обратно повесить картины, которые у нас здесь висели, но как-то они здесь не смотрятся. Вот эта картина, наверное, будет смотреться на липовом хорошо. Да. Она туда по-любому пойдет. Вот эту картину мы, наверное, в комнату повесим. Ну и вот эту тоже. Это, кстати, вот эти две картины я нарисовала по номерам, которые. Да. Поэтому декор тоже нам очень понравился, то, что вы посоветовали сюда панно. Такие вот зелененько-белые. Мох вот этот очень красиво. И мы этот вариант будем рассматривать. Как-то вот эти две большие стены, нужно их тоже как-то задекорировать. Поэтому все, вот, как вы нам посоветовали, оно так и приходит как на кухне, так и здесь. Нас сегодня очень много. Не только те, которые по ту сторону готовки, но и те, которые нас будут смотреть. В общем, Ваня у себя на учебе готовил Наполеон.
И вот он меня спрашивал, как ты там знаешь, не знаешь, а я вот не знаю. Я никогда не готовила Наполеон. Ну вот Ваня приготовил. Уже второй раз. 2 раза. И он вот к нам едет. И я говорю, все, будем готовить Наполеон. Учи свою сестру готовить Наполеон. Поэтому вместе с вами мы сегодня готовим Наполеон. Я уже немножко подготовилась. Осталось совсем чуть-чуть. Будем собирать наш торт. К нам сегодня в гости приехала Аринка. Там чуть-чуть. Вот смотрите, 2 Аринки стоит рядом. Аринки, посмотрите. На папу посмотрите. Они даже глазами похожи. Я, пока вы ездили, спекла коржи. Совершенно несложно. Быстренько. Готовое, бездрожжевое слоеное тесто. Делила этот пласт напополам и вот выпекала вот такие коржи. Сейчас нам надо сделать крем. Крем мы будем делать сливки с сгущенкой. Все, Ваня делает крем, я пекла коржи. Вместе собираем. Считаю честно. Половину посмотрим. Так ты бей сразу. Не. Пока что налей. Посмотрим. Ой-ой. Ой. Ну, может, и надо было 2 банки. Вот еще одна часть. Тут еще эту верхушку. Интересно. Надо было еще мне, может, 1 пачку печь, нет? Да хватит. Или крем останется? Еще, значит, спечем. Эту в холодильник поставим пока. Да, Вот ты еще щас останется крем. И я Сделаешь допеку. такой большой и посмотри, сколько тебе надо. И дальше будешь смотреть. Если что, сейчас допечем. Ну так и интересно. Я никогда не готовила. Наполеон я, а готовить не готовила. Молодец, Ваня. Теперь будем готовить. Все легко и просто. Спек коржи, разделил. Всё просто. Взбил крем. Все. Молодец, Ваня. Завтра будем вкусный чай пить. Ну, накладывай, а вот это может. Все. Это что, получается, на твоей кухне сейчас идет первый обмен опытом Да, в кулинарии? да. Дожилась уже. Тебя уже Ваня учит. Ну, да. Ну, так кто на повара Кто учится? поваром? Ну, кто поваром будет? Какой этот жених достанется? А еще вчера к нам в гости приезжал. Малой такой. Ну, помню. Когда мы Котлет были. целую миску жарили ему. А теперь он тортики мне делает сестре. Молодец. Не зря тебя на горшок сажала когда-то. Не зря, говорит, не зря ты его кормила. Ну, я смотрела Ваню, да. Со мной много времени проводил. Развлекались.
Нет. Просто посыпаешь сверху и по бокам еще. Я считаю, это шедевр. Ни в одних кондитерских такого высоты не будет Наполеона. Ну а что? По полосочке и наелись. Да? Это очень вкусно. Просто. Не, ну можно остановиться. Мороженое сделаем. Просто в контейнер морозиловку, правильно? Я думаю, что да. Потому что Очень вкусный пломбир получился. у меня еще есть один, тесто, ну куда? Ну, как бы, вот этого хватит. У тебя на острый. Я тоже буду. Так, из 2 пачек теста, из литра сливок и 1 банки сгущенки мы произвели на нашем производстве вот такой вот огромный Наполеон и еще 4 Мороженое. миски мороженого. Я просто не знаю, завтра будет какой-то пир на весь мир. Вот такое количество, много всего у нас получилось, поэтому, чтобы вы были в курсе. Потому что наши видео заразительные. Мы жарим драники, вы жарите драники. Мы делаем бабку, вы делаете бабку. Мы печем пирог, вы печете пирог. Поэтому вы сейчас будете печь Наполеон. И Еще завтрашний день не наступил. Я думаю, что завтра вы еще что-нибудь придумаете. Так Не, как ну может быть. у нас гостеприимство идет, наверное, больше времени мы проведем на кухне. Да, поэтому, пожалуйста, делаем мороженое и делаем вкусный Наполеон. Мы отправляем в холодильник и завтра будем завтракать вкуснейше. Он так пахнет просто. Куточок Беларуси, маленькая родима, где с самого детинства все мило сердцу так. Схилившийся рабіна, обудить успомины с вербой, что ля калитки, подродный клич так. Схилившийся рабіна, обудить успомины с вербой, что ля калитки, подродный клич дах. У земли батьковской этой я черпаю витоки святой водой криничной, что силы надає. Ближе быть немагчыма, бо тут моя родимая на жыццё дала мне, как жыцця на ўскрай палёў духмяных у вёсцы невялічкай душа адпачывае у водары садоў. Калі ідзеш па сцежцы да дзедавай крынічкі, нізіначку да рэчкі з высокіх берагоў. Калі ідзеш па сцежцы да дзедавай крынічкі.
Всю ночь простоял. Он выглядит очень аппетитно. Мы все о нем думали всю ночь. Угу. Мне надо больше крема, что заварила. Замечательно. И он не очень сладкий. Еще надо мороженое попробовать. Угу. Мороженое, наверное, тоже очень вкусно получилось. Супер. Очень вкусно. Ваня молодец. Ваня шеф. Да. Решили мы заняться с Ариной экспериментом. Высмотрели мы, как делать домашний багет. Я хлеб вообще никогда не пекла в своей жизни. Никогда. Я вообще, в принципе, с тестом вот эти булки, вот это все, но не мое. Не знаю, мне эти дрожжи не подходят. Все делаешь так же, не получается. Но мы высмотрели очень интересный рецепт. Он очень быстрый, но правда ему надо стоять 8 часов, когда мы замесим тесто. Будем мы делать домашний багет. Конечно, будем выпекать его уже поздно, но ничего. Это, как говорится, будем тогда есть его нормально на следующий день. И мне так захотелось это повторить. Нам понадобится мука, соль, теплая вода, комнатной температуры и дрожжи. И больше ничего не надо. Давайте так с вами договариваться. Если получается, подробный рецепт мы пишем в описании. И вы все пробуете делать тоже такой же хлеб. Сейчас мы отмеряем, сколько нам надо по рецепту муки. Сейчас добавляем нашу соль. И надо добавить дрожжи. Вливаем водичку комнатной температуры. И все перемешиваем. Все, мы просто перемешали все. Я не знаю, что получится, но я надеюсь, что все получится. Мы все перемешали, и теперь вот этой вот нашей массе, вот такой вот, надо дать постоять от 8 до 10 часов. Ну, я думаю, что у нас будет стоять 8, потому что потом мы его будем вообще прям ночью выпекать. Накрываем его пищевой пленкой и оставляем. Ну, говорят, что больше потом хлеб не покупают в магазине на бутерброды. Ну, проверим. Мне прям очень стало интересно. Без замеса, без ничего. Просто смешал, да, и все, и накрыл. И больше ничего не надо. Проверим? Верить. Сможем, мама, хлеб спечь, Ника? Как ты думаешь? Получится у мамы первый хлеб? Получится. В устах младенца глаголит истина. Все в теплое место понесли. Пока наше тесто подходит для наших багетов,
Мы приготовим куриный рулет. Тоже готовится легко и просто, и будет очень прям вкусно. Кто вот не знает, что приготовить с фаршем, не только ж котлеты можно, а можно разнообразно. Сейчас мы жарим лук, морковку, поэтому пока там все тушится, мы заправим наш фарш. У меня фарш куриный я брала. Будем его заправлять, пускай он сейчас немножко настаивается. Все, мы заправили, и для того, чтобы нам дальше работать с фаршем, нам понадобится скалка и пленка. Сейчас будем раскатывать фарш. Да, будем раскатывать. Сейчас мы смазали наш фарш и будем делать начинку. У нас пережаренный лук, морковка, можно грибы, кто с чем любит. И я буду класть еще помидорку и сыр. И будем собирать наш куриный рулетик. Сейчас мы должны сложить нашу красоту. Мы сформировали. Немножко сложно было, но я это сделала. Запечатываем и будем отправлять в духовку разогретую 180 градусов. Будем смотреть по готовности. Очень вкусно. Как он называется? Рулет. Куриный рулет. Я придумала это.
Это очень вкусно. Правда? Господи, еще и ножик. А я ее режу. Что хочу сказать? Реально очень вкусно. А я еще видела, такие версии делают порционно, квадратиками такими вырезают пергамент. Ну, если кто там на сковородке даже можно. Котлеты это по-обычному, да? А это как рулетик. Сюда можно все что угодно завернуть. И грибы. И может быть с творожным сыром. А может, я не знаю, можно ветчины. Ну, в общем, все, что фантазия. Грибы. Вкусно. И быстро, никаких и запекаешь, а не жаришь. Тоже плюсы есть. Поэтому вкусно. Я когда его начал есть, я себе что-то на свадьбе как будто оказался. Да, знаешь, такие на свадьбах Маленькие биточки рулетики, делают, да. вот такие. Мгм. А когда можно маленькие сделать такие. Мгм. Ой, без проблем вот так вот заворачиваешь и все. Вкусно. И очень сочный такой. В общем. Ну, вы видите, да? Пришло время моего хлеба экспериментального. Все подошло, тесто. Я даже очень удивлена и рада. Значит, мы уже на полпути успеха. Сейчас присыпаем все мукой. Еще раз напоминаю, это без замеса, без вымешивания, мятия, я не знаю как это. Просто смешали, поднялось. С ним очень надо работать аккуратно. И будем делать багет. Ты чувствуешь, как ты, получается, взрослеешь уже? Чувствую, если мне сейчас получится. Я тогда дошла до того, что я могу печь свой хлеб. И ты знаешь что? Я же буду высматривать рецепты разного хлеба. Понимаешь? Это я не знаю. Даже тогда не знаю, что лучше. Пускай получится или не получится. Я думаю, пускай получится. И нам надо сверху мукой. И будем его делить. У нас задача выгрузить. И мне понадобилась помощь зала. Потому что их надо вот так вот аккуратненько сдвинуть сюда, чтобы не нарушить эту воздушность внутри. Мне очень интересно, что же получится. Самому прям. Я думаю, и всем зрителям очень интересно. А пахнет как хлеб. В самом деле. Так, теперь вот с этими. Должно быть 4. Все выходит. Тесто хватает на 4, но я их не могу поместить на одном противне. Поэтому этот сейчас другой противень застелим пергаментной бумагой и вставим, получается, 2 противня. Но этот уже едет. Уже она надувается. Уже вот здесь она надувается.
И самое интересное, мы отправляем в духовку 250 градусов. На 25 На минут. 25 минут. Это так вот по рецепту. Посмотрим. Это же самое интересное, что вообще будет сейчас с этим хлебом происходить. Если я спеку хлеб, это чудо просто. Завтра на завтрак будем есть хлеб, если все получится. Ты представляешь? Свой домашний. Ждем. Мне безумно интересно, потому что это такое тесто жидкое и не замешанное, да? Угу. Ну, все получилось. Ну, как бы все получилось. Наверное, Ничего да. сложного, наверное. Ждем. Как колбаса надается. У нас тут вечернее кино. Все пришли смотреть хлеб. Все в шоке. Что же получится? Ну. Он растет прямо на глазах. Так я выпущу. Ням-ням. Вкусно. Очень. Очень вкусно. Ну как там? Очень вкусно. Мягкий. Он еще надо, чтобы остыл чуть-чуть. Тепловатый. Все, друзья. Если кто-то не пробовал делать хлеб, Покажи его сюда пупырками. пожалуйста, вот у Яны получилось дома. Самый долгий процесс это просто, чтобы настоялось тесто 8 часов. А так он готовится очень быстро. Поэтому пробуйте. А мы будем на этом заканчивать серию. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы вас всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока. Пока, пока, пока.